Всем привет! Привет! И нет, из названия видео мы никуда не переехали, но мы хотели бы поговорить про очень важных для нас людей, которых мы уже давно смотрим, на которых мы уже давно подписаны. Это на Вадима и Олесю Кей. Мы давно следим за ребятами, считаем, что у них одни из самых красивых видео на YouTube. Они очень много путешествуют, у них очень красивая картинка на видео, поэтому кто не видел, посмотрите. И ребята жили несколько лет в Германии, но в этом году они переехали в Португалию. И вот в последнем их видео они поделились, точнее сравнили по 20 пунктам Германию и Португалию. И как показало это видео, Германия-то у них по многим пунктам проигрывает. И мы хотим разобрать, правда это или миф, и с чем мы согласны, и с чем мы не согласны. Но здесь также стоит упомянуть, что Вадим и Олеся, конечно же, сравнивали эти пункты, исходя из личного опыта только. И очень важно также тут упомянуть, что в их сравнению важную роль играет то, что доход не зависит от страны. То есть, если вы фрилансер, вы снимаете видео, допустим, если ваш доход не привязан к конкретной стране, то они исходили конкретно из данного случая. Мы же все-таки про Германию и хотим в нашем видео сравнить также эти две страны, но с учетом каких-то цифр, а также с тем условием, если вы будете именно работать в этой стране. Итак, будем разбираться вместе. Да, а с вами, кто забыл IG Daily, и подписывайтесь на наши видео и ставьте лайки, а мы продолжаем. Итак, первый пункт, по которому они сравнивали Германию и Португалию, а точнее они сравнивали даже Штутгарт и Порто, была школа. И здесь плюсик они все-таки поставили в пользу Португалии. Но тут стоит оговориться, что это была одной из причин переезда ребят, потому что им не очень нравилась школа в Германии, точнее не очень подходила их детям. И в Португалии они пошли в частную школу. И в данном случае, мне кажется, сравнение все-таки не очень корректно. То есть обычная государственная школа Германии, частная англоязычная школа Португалии. В Германии тоже очень много частных школ. Но а если сравнивать именно образование, возьмем одинаковое образование государственных школ Германии и Португалии, то Германия все-таки по рейтингам стоит намного выше, ну, прилично выше. И здесь образование, во-первых, дольше, 13 лет против около 11 в Португалии, и оно более уже в школе достаточно направленное. Здесь не одна общеобразовательная школа, как в Португалии, например. Здесь школы все-таки разделены. Здесь есть гимназии, здесь есть обычные школы. И все зависит от успехов, от целей учеников. Хотят они потом поступать в университет, либо они будут в обычный как бы техникум наш поступать. Вот. Но если здесь сравнивать даже не образование, а вот, может быть, имелось в виду атмосфера, но у нас только положительные опыты со школы. У нас ребенок ходит с огромным удовольствием в обычную немецкую школу. У них учителя очень классные. Они не строгие какие-то вот немецкие учителя, как можно подумать. У них сейчас в 3 классе, у нашей дочки, новый классный руководитель. Она приходит к ним на уроки с гитарой, то есть они поздравляют с днем рождения одноклассников, она им играет на гитаре. У них начался с этого года изучение английского языка. И она принесла такую куклу, которую на руку надеваешь, и она представилась, будто она кенгуру, прилетела к ним из Австралии и разговаривает только на английском языке. То есть все в очень такой живой, дружелюбной форме, и наша дочка всегда без ума от своих учителей. Ну, мне тоже. Вот нынешняя школа наша очень нравится, предыдущая не так сильно нравилась. Были свои нюансы когда-нибудь. Я их, по-моему, рассказывал уже в других видео. Если что, пересматривайте эти другие видео. Тебе там не нравилось именно управление школы больше? Да, управление школы, сама школа была 1900 какого-то года, там был туалет на улице, ну и много всяких таких нюансов, которые мне не нравились, которые я до сих пор не понимаю. Но помимо этого есть очень много других школ. Ну, как же Вадим и Олеся, они не говорят, в какую школу попали их дети, потому что по возрасту они уже должны были учиться в гимназии. Гимназия в Германии, это считается не то, что для привилегированных детей, это больше для детей, которые хотят потом учиться в университете. И, соответственно,
уровень этих детей соответствующий. Если они попали в реаль-шуле, там дети с более низким уровень знания, соответственно, более низкий это уже социальный, можно сказать, уровень. И, соответственно, если я отвожу свою дочку в школу, у нас здесь есть... не в школу. В школу там начальные классы. И рядом есть другая школа. И в этой школе вместе гимназия и реаль-шуле. И там, конечно, контингент уже совершенно соответствующий, да, если вы видите, если вы проезжаете какой-нибудь, например, гимназию, то там, ну, нормально одетые дети и так далее. А здесь уже такие идут пупы открытые, стоят кто с сигаретой, кто с вейпом, кто еще с чем-то, да. Тут надо еще на это смотреть. Возможно, они попали в такую школу, и надо было задаться вопросом, перейти в соответствующую школу другую. Следующий пункт, который они выбрали для сравнения этих стран, была бюрократия. И у них в целом обе страны заняли одинаковое место, так как в Европе с этим сложно. Но у нас тоже есть свое мнение по этому поводу. Ну, я вообще, раньше, когда сюда мы переехали 11 лет назад, то я считал, да, бюрократия, это все так плохо, сбор бумажек. Но спустя вот 10 лет я уже смотрю на это совершенно по-другому. То есть я не смотрю на это как на бюрократию, я смотрю на это просто как на обычный порядок дел, который вам очень на самом деле помогает, потому что у вас есть пакет документов, который, соответственно, там есть список конкретный А, Б, С, Д и так далее. Вы приносите этот список, и вам конкретно говорят, отсутствует листик Д. И все очень просто, а не так, как у нас. Вам дают... ну, не у нас в странах, когда... Постсоветского. Постсоветского. Долго еще будет человек называть постсоветского? Я не знаю. Там просто даешь им ваши документы. Это не к нам, а вы знаете, это вам надо по адресу такому. Туда приходишь. Так нет, это же это вот эти. Да не, они послали нас к вам. Не, это мы такое не делаем. Сейчас я позвоню. И начинается вот это вот катавасия. Мышиная возня. Вот это вот меня настолько раздражало там, а здесь совершенно по-другому. Вы собрали список, да, может его будут долго рассматривать, потому что, ну, они каждое дело смотрят там лично, может оцифровывают какое-то, еще что-то делают, складывают, подшивают в папки и так далее и тому подобное. У нас, в нашем, где мы делали всегда, мы каждый год продлевали визу раньше. ВНЖ. И вы не поверите, у нас уже в архиве, в котором мы всегда были, вот, наверное, вот такая папка уже с нашими документами, потому что они каждая подшивает, и все это хранится у них там десятилетиями и так далее. Ну, плохо это или хорошо? Я считаю, что хорошо, потому что в век дигитализации, как мне все говорят, да, все это фигня, там дигитализация, вот есть там ДИА, вот есть там еще что-то. Потом читаешь, да, взломали там App и в сеть вылили 20 тысяч там паспортов, личных данных, еще что-то. Германия к этому совершенно по-другому подходит, к примеру. И поэтому я не могу сказать, что это бюрократия. Ну, если она и есть, то они примерно на одинаковом уровне, поэтому здесь, скорее всего, по нулям. Но, я же говорю, они уже потом говорили, что там оно еще дольше длится, поэтому не по нулям, а скорее всего плюсик все-таки я дам Германии. Следующий пункт – медицина. И я посмотрела статистику на Евростате. Германия занимает самую высокую позицию по уровню денежных выделений из бюджета в медицину. Это 12,5% от ВВП, или это более 400 миллиардов евро в год. Это гигантская сумма. Португалия тоже стоит на хорошем месте, скажем так, но, конечно, эта сумма меньше. У них около 20 миллиардов евро в год, но это тоже около 10% ВВП, что тоже неплохо. Но если вдуматься в эту цифру, 400 миллиардов евро в год. И все это действительно идет на оборудование, на оснащение медицинское, и это видно. Германия также входит в топ-стран, в топ-10 стран по уровню медицины во всем мире. Поэтому здесь, мне кажется, даже нечего сравнивать. Может быть, медицина в Португалии хорошая, никто не сравнивает, ну, не говорит, что она плохая, да? Но в Германии она все-таки лучше. Это одна из топовых стран. И, может, кто знает, есть в Берлине клиника Шарите такая, и она входит в топ-10 больниц мира. И мы действительно знаем, были такие случаи у наших знакомых, когда тяжелые случаи, когда попадали в больницу,
Когда, допустим, местная клиника не знает уже сложный случай, действительно, который не повсеместный, допустим, они советуются с другими больницами. Они звонили тоже, врачи звонили в эту клинику Шарите, они там всем большим составом своим обсуждали, узнавали, какие новые есть методы лечения и так далее. Все обошлось очень благополучно, поэтому я все-таки считаю, что здесь огромный плюс в сторону Германии. И даже тут, конечно, может, вас врачи не целуют в обе щеки, когда вы приходите к врачу, вот, но они все достаточно дружелюбные и очень компетентные, по крайней мере, нам попадались. Ну, я от себя добавлю, что у нас 2 детей, и мы 2 раза здесь, Ира рожала как бы, и я даже не могу сравнить, это просто космос. Медицина космос, это не для других стран. Вот мы недавно были в Испании, попали там не в больницу, а в приемное отделение с короной, когда мы отдыхали позапрошлым летом. Вот. Ну и там, конечно, и то Испания, это на уровень выше еще, чем Португалия. И там, конечно, такое себе. Здесь, вот еще про Шарите. Шарите это клиника, где с невероятными отравлениями, например, как у Навального или у Ющенко, людей вытягивали с того света и ставили на ноги, и они потом жили. Это там просто космическая клиника. И президенты, которые, например, тот же Кравчук, Горбачев, все они были в этой клинике. То есть это уровень президентов стран, чтобы вы понимали. И оттуда летают также врачи в другие страны, если другие президенты, мы знаем, о ком речь, не могут полететь в другую страну и летают туда и лечат их. Но еще что я бы хотела в данном случае добавить, это не какая-нибудь привилегированная больница, клиника, несмотря на то, что там лечатся такие известные люди достаточно. В нее может позвонить любой врач и проконсультироваться. Например, когда я еще кормила нашего младшего ребенка, у меня был один такой спорный вопрос по поводу некоторых лекарств, можно ли их принимать во время кормления грудью. И я проконсультировалась со своим врачом, я проконсультировалась с нашей хебамой, и она сказала, что вот она не знает однозначно ответ на этот вопрос и говорит, вот ссылка, здесь вы можете позвонить или написать в эту клинику Шарите и проконсультироваться с ними. То есть даже обычные люди, неважно, где вы находитесь в Германии, врач может туда позвонить и получить консультацию для вас лично. В общем, тут даже не плюс, а я бы поставил 2 или 3 плюса в сторону медицины Германии. Дальше. Засчитано. Следующий пункт – это цены на продукты. Цены на продукты в Португалии ниже, и ниже примерно на 30%, но есть нюанс. Действительно, здесь стоит учитывать тот факт, что зарплаты в Германии все-таки достаточно высокие по сравнению с Португалией. Так, в среднем зарплата в Германии где-то 4300 бруто в месяц, но в Португалии зарплата средняя составляет где-то 1900-2000 евро, что в 2 раза ниже. И, соответственно, если продукты где-то на 30% дешевле, а зарплата в 2 раза выше в Германии, то отсюда исходит вполне логичный вывод, что продукты для немцев все-таки доступнее. Кроме морепродуктов. Я не знаю, почему в Германии есть море. Но нет морепродуктов. Да, но нет морепродуктов, и это, конечно, печально. Здесь мы, конечно, поставим плюс в Португалию. Следующий пункт – кафе и рестораны. Можно даже прерваться и сразу поставить плюс в Португалию. В Германии ужаснейшие рестораны, ужаснейшее обслуживание, как мое личное мнение, и не соответствует цене качество, это точно. Но оно не ужаснейшее, просто немецкая кухня все-таки отличается от кухни стран, допустим, средиземноморских или той же Португалии, где очень много морепродуктов. За 11 лет я могу реально по пальцам пересчитать кафе и рестораны, где мне понравилось. Поэтому плюс в Португалию. Плюс в Португалию можно даже не дискутировать. Следующий интересный пункт – это языковой барьер. Тут сложно на самом деле. На самом деле во всех странах они хотят говорить на своем языке и ни на каком, ни на английском. Да, где-то в кафе, в магазине с вами будут говорить на английском языке, но все, что касается
каких-нибудь Behörde, где вы будете... Служб, да, где вы будете там регистрироваться и все остальное. Скорее всего, и в Португалии будет картина такая же, что берите переводчика с собой, идите туда, и будет вам счастье. Учить язык надо по-любому в той стране, где вы живете. А рассчитывать на то, что вы будете там со всеми говорить по-английски, но это, конечно, бред. Конечно, вас обслужат на английском языке без проблем. И в больницу, если вы попадете, вас тоже примут. То есть в Германии я не считаю, что это прям проблема, но это на первое время. Если вы все-таки рассчитываете дольше оставаться в стране, то язык нужно учить. Помимо того, что это элементарное уважение к стране, куда ты переехал и намерен оставаться, с другой стороны, это как минимум удобно. Ты можешь лучше общаться с врачами, понятнее, потому что все же, если у вас есть английский язык, я вот уверена на 100%, что не у всех у вас он на идеальном языке, чтобы вы понимали все, что вам скажет врач, например. Я вот, когда у меня были первые роды, это было еще 8 лет назад, я отлично помню, что там была женщина, которая пришла, и врачи тоже говорили с ней на английском языке, потому что она ни слова не понимала по-немецки. Конечно же, она родила, и все с ней было в порядке, но это было не очень удобно. Поэтому... Я помню этот момент, когда она там начала стонать, никто ничего не понимает, она ничего не может сказать, что у нее болит, что с ней происходит, но это было жестко, конечно. И тут проблема была не в врачах, что они не смогли ей объяснить. Она не могла сказать, при схватках еще говорить на английском языке, когда это тоже был не ее родной язык. Да, это была проблема. Следующий пункт, мой любимый, погода. И погоду мы тоже можем сразу перепрыгнуть, потому что погода, хоть мы сейчас и на юге живем, но, наверное, с португальской сравнить ее нельзя. Солнечных дней в Португалии значительно больше, и там практически постоянная весна, что не сравнится, конечно, с Германией. Да, поэтому тут жирный плюс уходит в Португалию. Зонтик с собой в Португалию можете не брать, а вот здесь он явно пригодится. Не, ну на юге, где мы сейчас живем, зонтик тоже не очень сильно нужен, а вот очки солнечные иногда пригодятся. Согласна. Следующий важный пункт – жилье, доступность жилья. Ребята сказали, что за одну и ту же сумму в Португалии можно снять лучшее по качеству жилье. Но это вполне логично, конечно же, потому что, во-первых, страна беднее, чем Германия, уровень зарплат ниже, и, допустим, за 2500, я уверена, в Португалии шикарную квартиру можно снять, потому что в среднем уровень цен ниже на жилье там, и даже для покупки. Но, опять же, сравнивая уровень средней зарплаты в 2 раза, я думаю, что здесь разница тогда будет не такая уж ощутимая. За 2500 в Германии тоже можно снять очень хорошую квартиру. 2500 практически все равно какой город, будь то Франкфурт, Берлин или здесь у нас в Констанце, это будет уже верхний уровень, это уже будет, можно сказать, люксовое жилье, прям очень хорошее, прям с окнами в пол, с подогревом, новострой будет, либо это будет какой-нибудь 200 квадратов, старинное здание с потолками в 4 метра, может без ремонта, но огромнейшая будет квартира. То есть это уже 300 плюс, и пошло-поехало, это уже оба класса там, и там уже, конечно, жилье конкретно крутое. И тут я бы отнес все-таки плюс в Германию, потому что нет никакой там плесени. На плесень в Германии многие жалуются. Жалуются, но не так, как в Португалии, откуда там вообще все печально. Полноценное у вас отопление, у вас есть всегда горячая вода и свет, всегда. Еще не было у нас за 10 лет, что у нас отключили воду или свет, если это не какой-то плановый ремонт. По плановым ремонтам они вешают за неделю, за 2 недели табличку, будет тогда-то, тогда-то делаться. И всегда, если это что-то там меняется, если это не полноценный ремонт здания, то это максимум 1,5 часа, час и так далее. А свет, даже если какой-то был ремонт, у нас никогда не выключался. Еще не помню за 10 лет, чтобы у нас внезапно выключился свет, газ, вода горячая или еще что-то. Не было такого. Вот. Верите или нет, за 10 лет ни разу не было аварийного отключения чего-либо. Но в Германии у вас никогда из окон не будет вида на океан. Здесь, конечно... будет на Бодензee, на Рейн, на еще какое-нибудь озеро, на Балтийское море, на Нордзее, еще что-нибудь. Я не считаю, что это плюс. Вообще, в
плане океана это такое дело, да, смотреть классно, плавать нельзя, и это большая проблема. И вообще для меня, конечно, тот вопрос, смысл брать Португалию, если есть та же самая Португалия, но Испания, где есть теплое море. Самая Португалия, но Испания. Да, но Испания. Ну вот этот вот обмен мне не совсем понятен. Но это ладно. У всех все-таки свои преимущества. Да. Следующий пункт – люди и менталитет. Здесь в этом я не могу поставить по-любому плюс какой-либо из стран, потому что менталитет не очень в Германии у северных людей, у южных совсем другой менталитет. Но опять-таки везде есть плохие и хорошие люди, и здесь сказать, что где-то менталитет лучше или нет, ну, понятно, что южные люди, они более всегда открытые были и есть, и тут, ну, такой вопрос, конечно. Менталитет людей познается скорее в каких-либо проблемах. Когда наступают проблемы, тогда познается менталитет людей. А так, что тебе просто улыбается и наливает стакан сангрии где-то на берегу океана, ну, я не могу сказать, что от этого я могу распознать менталитет. Скорее всего, нет. Я думаю, это все-таки дело вкуса и характера самого человека. Кому-то ближе северный менталитет, кому-то ближе южный менталитет стран. Поэтому здесь просто каждый выбирает, что ему ближе. Мне нравятся немцы. Я люблю личные границы, я люблю немного вот это вот, даже отстраненность, можно сказать. Я не люблю, когда ко мне там лезут обниматься при первой встрече, либо там, ну не знаю, я все-таки такая очень осторожный человек. Но, например, в таких странах, как Швеция, я вот тоже читала у одной знакомой, то есть там люди даже когда стоят в очереди, они не разговаривают друг с другом, то есть у них даже small talk, они вот так вот смотрят, это для них что-то дикое. В Германии, конечно, такого нет, small talk здесь это нормальная вещь, когда ты стоишь там на светофоре, допустим, едешь в лифте вместе с кем-то, то есть не такие прям немцы какие-то угрюмые или еще что-то, вполне дружелюбные для меня. Для меня вот как раз в норме, так как надо. Следующий пункт – общественный транспорт. Здесь я даже не знаю, как в Португалии, в Германии я могу сразу бахнуть минус за общественный транспорт. Нет, я не согласна. Вообще, сколько раз я не пробовал общественный транспорт, всегда заканчивался каким-то фиаском, какими-то неудачами. И, по моему личному мнению, абсолютно не соответствует цена-качество, абсолютно. Ну, это цена-качество возможно, потому что все-таки билеты на поезда достаточно дорогие в Германии, я считаю. Но вот я, например, 4 года ездила на учебу в соседний город. Сначала на автобусе, потом на поезде. И я могу сказать, что за все эти 4 года, ну, 95% все автобусы и поезда, у меня были региональные поезда, они приходили все-таки вовремя. И чтобы вы тоже имели представление, кто не был, может быть, в Германии, здесь расписание автобусов, оно есть и оно работает. Это не значит, что ваш автобус или маршрутка какая-нибудь ходит каждые 15-20 минут, а там вот была прошлая 15 минут назад, значит, следующая будет сейчас приблизительно. В Германии вы увидите расписание автобусов, и там не стоит 15-30 минут, там стоит 21 минута, 44 минуты. И вот с очень большой вероятностью этот автобус придет к вам в 44 минуты. Я мало где такое видела. Конечно, бывают какие-то случаи, когда автобус там на пару минут может опоздать, приехать раньше. У них все-таки не везде есть отдельные какие-то свои полосы. Да. Они вместе с другими участниками дорожного движения едут. И не всегда возможно приехать ровно минуту в минуту. Но все же, когда ты планируешь, допустим, свой путь, что тебе дальше нужно пересаживаться на поезд, очень большая вероятность, что все так и будет, как написано в расписании. Для меня это огромный плюс. И как бы все не жаловались на этот Deutsche Bahn, да, у нас были много случаев, когда у нас нужна была пересадка, и поезд отменяли. Но опять же, для этого была причина. Были внезапно какие-то пути, кто-нибудь бросился под поезд, не смешно, но тоже были такие случаи. Причина на это часто все-таки есть. И в большинстве случаев поезда приходят вовремя. Конечно, со швейцарскими это не сравнится. Но если сравнивать, опять же, с нашими странами, в Германии, может, те, кто давно уже здесь живет, они просто немного разбалованы. Но в целом, я считаю,
оно работает хорошо. И на общественном транспорте в Германии ты много куда можешь добраться. В Германии больше 44 тысяч километров железных дорог. В Португалии, не помню, около 2000. Разница колоссальная. Конечно, Германия больше по размерам, но она больше где-то в 4 раза, да? А железных дорог больше в 20 раз. Поэтому разница есть. В общем, я же говорю, мое личное мнение мне не нравится, но если мы сравниваем с Португалией, Германия, конечно, здесь далеко-далеко впереди. Следующий пункт у нас детская инфраструктура. Здесь мы не можем особо сказать. Мне кажется, во многих странах Европы ситуация похожая. Везде есть много детских площадок, кружков. Не думаю, что даже Германия в этом прям намного впереди. Вообще в Германии посещают детские сады примерно 90% детей, а в Португалии 50% детей. Это по статистике. Поэтому плюс здесь с маленькими детьми улетают в копилку Германии. Не знаю, насколько это доступно. Опять же, смотрите сами, если вы вдруг выбираете. Налоги. В Португалии налоги ниже. Но в Германии в противовес этому все-таки вы более социально защищены. И это большой и важный пункт. Например, возьмем декрет элементарно. Просто для нас это недавно была актуальная тема, поэтому мы рассматриваем эти моменты. В Германии декрет 12 месяцев оплачиваемый, и можно даже продлить до 24 месяцев, но тогда выплаты будут уменьшаться. В Португалии это всего 4-5 месяцев. Это правда, и, конечно же, здесь, если вы платите налоги, вы видите, куда их платите. Как мы уже сказали, что вы здесь платите в налоги, это у вас уже будут отчисления в медицину, в пенсионный фонд, и, конечно же, это все работает. Пенсии однозначно в Германии выше, чем в Португалии, и медицина однозначно лучше. Также в Германии можно сравнить с этими всеми южными странами. Вот недавно мы даже ездили в Италию, и там просто высоковольтный провод, сломался столб деревянный. И этот провод лежит на земле, но он заизолированный такой, и он просто лежит на земле. И этим никто не занимается. В Германии вы такого не увидите. Не увидите вы никогда в жизни. Во-первых, вы не увидите никаких проводов, висящих на столбах или еще на чем-то. Их просто нет. Кроме высоковольтных линий, которые идут где-нибудь в поле. Все остальная коммуникация идет под землей, она скрыта, она обслуживается постоянно, дороги. На трубе написано, что у нее срок службы 30 лет. Даже если дорога будет идеально ровная, ее раскопают, эту трубу поменяют, потому что если она прорвется, уже будет отвечать муниципалитет на это. А не если она прорвется до этого времени, то отвечает фирма, которая произвела эту трубу. И также это все с кабелями связано и так далее и тому подобное. То есть здесь налог больше, но вы за эти все налоги видите, куда они идут, и видите, что вы получаете. Чистота, красота, все подстриженные, все газончики весной, цветы высаженные. Конечно, когда вы приезжаете в Испанию или в Португалию, вы понимаете, что вы приехали в страну, у которой налоговая ставка на 20% ниже в среднем, и это чувствуется. Тут плюс в Германию, хотя и налог больше. Опять же, в зависимости от ваших целей. Если хотите видеть, куда идут ваши налоги, тогда в Германии, конечно, вы будете более социально защищены. Если что-то у вас случится с вами, не дай бог. Но если для вас все-таки важно оставлять большую часть ваших заработанных средств, и неважно, куда идут остальные, и ложить под подушку их. Португалия. Да. Следующий пункт – возможность путешествовать. Здесь, как и ребята тоже отметили, основной важный пункт – Германия все-таки находится в центре Европы, а Португалия на окраине. И поэтому здесь из-за географического положения даже нечего рассматривать. Плюс в Германию добраться здесь можно куда угодно, быстро и относительно дешево. Да. Работа. Уровень безработицы в Германии 3,1%, в Португалии 6,5%. Германия очень сильно защищена различными профсоюзами. Также вы защищены, вы никогда не окажетесь на улице. То есть
у вас сначала будет так называемый после того, если вы потеряли работу, будет Arbeitsagentur платить, потом вы переходите по другому параграфу. Раньше он назывался Hartz IV, сейчас он называется Bürgergeld. И также самое будете вы получать определенную сумму денег. Государство или город будет вам доплачивать за квартиру, за ваши коммунальные услуги и все остальное. На улицу вы не попадете. Если вы видите вот этих вот людей, которые живут на улице или просто собирают мелочь, там, так скажем, это их личное желание. Есть специальные домики для них, это все настолько круто сделано здесь, что, конечно, если вы такое видите, это просто человек, это его личное желание этим заниматься, а не потому, что ему негде действительно жить. Нет, просто он хочет собрать денег на наркотики, на алкоголь или еще на что-то, и просто ему такой стиль жизни нравится. Это не его вынужденная мера, то есть это его личное желание. Но здесь стоит отметить тот пункт, что все-таки возможности для работы и зарплаты, как мы уже выше говорили, в Германии значительно выше. В Германии представлено огромное количество международных фирм, тех же автомобильных концернов. Но действительно возможностей для работы много, возможностей расти в своей карьере намного больше. Португалия все-таки больше про, как мы дальше потом расскажем, про фриланс, больше про туризм, поэтому если вы намерены искать работу в стране и выбираете по этому параграфу, то в Германии здесь значительно больше возможностей. Следующий пункт у нас идет фриланс. И фриланс это очень интересный пункт по одной простой причине, что как фриланс в Германии такого понятия нет. Здесь есть понятие selbstständig, то есть частный предприниматель. И ребята тоже рассказывают, что вторая из причин, почему они оттуда уехали, большие налоги и то, что вас со всех сторон зажимают различными нюансами в плане, когда вы частный предприниматель. Да, это правда. Тут тоже надо немножко с умом подходить и поднять систему Германии. Потому что, вот они рассказывали, они купили новую там Теслу. Купили, неважно, в кредит или нет. Просто проблема вся в том, что если вы работаете как selbstständig, как частный предприниматель, вы бы могли эту машину вписать в рабочие расходы. Если лизинг, например. Да, если, например, лизинг и кредит и еще что-либо, это было бы вообще без проблем. И также вы, как частный предприниматель, совсем у вас другие проценты по этому лизингу и кредиту были бы. И это было бы выгодно. Также вы могли списывать топливо, также вы могли списывать саму эту сумму по налогам. То есть также они работают из дома, например, монтируют видео из дома, да, они частично могли бы свою квартиру также оформить как частично бюро. То есть тоже списывать это с налогов, с оплаты за аренду этого жилья. То есть, и путешествия. Что путешествия вы можете тоже, например, конечно, детей вы не можете вписать, когда вы вдвоем находитесь, да, вот Олеся и Вадим, они также могли списывать налоги с отелей, где они останавливаются. Это тоже огромный пункт. То есть вы это все вписываете в декларацию, и потом по итогу получается так, что вы платите уже не 50 или 47% в зависимости от вашего, а были бы те же проценты, что, например, в Португалии. Поэтому пункт этот такой спорный. Я еще хотела бы добавить, что в Португалии все-таки, особенно в последние годы, очень большое количество талантливых ребят приезжают, которые занимаются своим бизнесом, работают удаленно. То есть здесь плюс Португалии в том, что там создается такая свое какое-то комьюнити, культура, где действительно много, такая атмосфера уже создается людей, которые занимаются творчеством, возможно. В Германии из-за того, что ты как обычный работник социально защищен, очень получаешь высокую зарплату, многие предпочитают именно этот вид заработка. А работать на себя достаточно сложно, потому что, опять же, это работа 7 дней в неделю. Поэтому в Германии просто выгодно работать на кого-то. Поэтому будем считать, что в Португалии все-таки лучшая атмосфера для собственного бизнеса и развития. И в данном случае, если тоже стоит учитывать, если вы работаете удаленно, например, или как фрилансер, и ваш доход не зависит от страны, и он у вас достаточно высокий, то, конечно, когда у вас доход одинаковый, а расходы в Португалии все-таки ниже, чем в Германии, то в этом смысле логично выбрать
для вас страну, где расходы будут ниже, например. Да. Спорт и инфраструктура. Инфраструктура в Германии развита хорошо. Точка. Мне кажется, во всех пунктах у нас даже в какой парк ты не пойдешь, обязательно будет площадка, где можно просто заниматься спортом, обязательно будут стоять какие-то тренажеры, где ты не обязательно ходить в спортзал, например. Вот. В Португалии мы сравнить не можем, потому что мы там так много времени не проводили, поэтому если этот пункт для вас критически важен, тут надо сравнивать. Но в Германии, как мне кажется, точно не минус. Единственное, что из-за того, что в Португалии погода, конечно, лучше, у вас больше возможностей для активности на воздухе свежем, чем в Германии. В принципе, да. Следующий пункт у нас идет, все-таки, который они тоже затронули, это коммунальные услуги. Ребята показывали, сколько они платили за коммунальные услуги, живя в Штутгарте. И эта сумма была достаточно высокая. У них выходило евро, да, больше 800 евро в месяц. А в Португалии значительно ниже. Чуть больше, чем 300 евро. Но что мы хотим здесь сказать? Во-первых, Штутгарт – это очень дорогой город. И надо не забывать, что там находится завод Porsche все-таки, и что там соответствующие зарплаты у людей. Мы также просматривали очень много комментариев под прошлым видео у ребят, и там действительно те, кто давно живет в Германии, говорят, что они никогда в жизни не видели таких высоких коммунальных платежей в месяц. У всех эта сумма, ну, как минимум в 2 раза ниже в месяц, то есть 400 евро, допустим. Мы тоже согласны, у нас коммунальные платежи занимают не настолько большую часть бюджета. Я знаю люди, даже вот у которых более-менее современные дома, именно свой частный дом, у них получается в районе там 500 евро за дом коммунальные услуги. То есть и также это большая семья, то есть да, это не 2 человека, да, это также это 4 минимум человека. 4 человека, поэтому здесь надо не забывать, что вы можете все-таки менять поставщика энергии, поставщика газа, поставщика даже в теории отопления вы можете поменять. Ну, обычно, если у вас центральное отопление, по умолчанию у вас просто идет от вашего города поставщик, то есть поставщик город. Вы можете в Германии, хотя это будет по тем же кабелям и трубам идти, это все, но вы можете менять цены на это. Вот буквально недавно мы поменяли, потому что наш поставщик сказал, что мы должны будем платить почему-то на 10 центов за свет сразу больше, хотя у нас настолько переизбыток это экологической энергии от этих ветряков и солнечных панелей, что в теории должно падать. Ну, поскольку там налоги, зарплаты, еще что-то, ну, мне это не особо интересно, как это все должно у них на фирме считываться. Да, поэтому мы нашли обратно друг другого поставщика, который придерживался той же цены, которая у нас всегда и была. То есть разница была, на минуточку, 20 евро в месяц. 30 евро в месяц. Да, даже 30, там что-то такое было. То есть мы должны были платить 120 евро в месяц за свет? Электричество, да, а теперь мы будем снова платить 89, то есть 90 евро у нас в месяц на электричество, причем что у нас большая квартира, у нас почти 100 квадратов, у нас тоже 4 человека, и мы очень много времени проводим дома тоже. Да, и поэтому тут такое дело, что нельзя однозначно, скорее всего, сказать, и, конечно же, в Португалии, судя по видео и как люди говорят, отопление у них это такая вещь посредственная, в принципе. Даже в зимние месяцы включается она редко. И поэтому с Германией сравнить нельзя. Особенно нельзя сравнить с севером Германии, где ветра продувают, просто охлаждают здания. То там, конечно, надо хорошо топить. В юге нет ветра, и поэтому мы здесь, конечно, не так сильно топим днем, то есть днем мы выключаем, но это, в принципе, вы можете сами регулировать, выставлять. Здесь термостаты стоят, конечно, в этом плане в Германии удобно, это все работает, и работает классно, эти термостаты сами стоят, они сами вам, днем жарко, выключилось само отопление, вечером холодно, включилось само, все это регулируется, и поэтому оно у нас даже по киловаттам мы очень мало расходуем на самом деле, и по отоплению, и по свету.
пошло у нас и все из LED освещения, телевизор, там, который супер мало расходует, и посудомоечная машина, которая воды мало расходует, стиральная машина, которая тоже мало воды расходует. По сравнению, если вы будете в тазик наливать, что-то там стирать. Так уже никто не делает. Ну да, но я вообще говорю, что это на самом деле на сегодняшний день, ну и сама Германия, конечно, она в этом плане, они хотят, чтобы намного меньше расходовали. И, хотя я бы не сказал, что мы каждый день моемся в душе, там ванну набираем, все это... Мы каждый день моемся в душе. Да, и поэтому я не могу сказать, что мы там раз в неделю моемся или еще что-нибудь в этом плане. И коммуналка у нас не 800 евро получается, поэтому здесь плюс улетает в любом случае в Германию, потому что качество, то, что вы получаете за эти деньги, и все-таки вы можете варьироваться по ценам, по представителям, кто вам будет эту энергию или газ поставлять, ну и так далее. Цены на одежду, ну, следующий пункт. Что, ты, наверное, по одежде ты говоришь, потому что... Ну, во-первых, конечно, когда ты даже едешь в отпуск, заметно, что в южных странах цены ниже, на порядок ниже, то есть это тоже могут быть 20-30%. Но здесь снова же мы сравниваем зарплаты, то есть для немцев одежда все же доступнее тогда в данном случае. Что касается ассортимента, вы наверняка тоже замечали, что в южных странах он отличается. Как говорила Олеся в своем видео, там более такие женственные какие-то модели. Это правда, то есть если мы возьмем даже обычный магазин какой-нибудь Zara, то ассортимент в Португалии и в Испании будет отличаться от ассортимента в Германии. Но что я бы еще хотела здесь добавить, мы лично очень редко ходим по магазинам, и большинство наших покупок, ну, наверное, 90% мы все-таки совершаем онлайн. В Германии это супер удобно, у тебя весь ассортимент, потому что тебе не надо ходить, тратить 3 часа в магазине, чтобы найти какую-то одну вещь, если ты можешь найти ее онлайн. Поэтому мне не кажется, что здесь есть где-то плюс, где-то минус, потому что мы давно перешли все на онлайн. А онлайн заказать можно что угодно, куда угодно, хоть с Америки, хоть с Португалии, хоть с Швейцарии, хоть с Англии. У тебя все будет через пару дней дома и принесут тебе под дверь. Ну и что еще сказать, в Германии вы практически не нарветесь никогда ни на какую реплику, подделку или еще что-нибудь. И в любом случае, даже если цена остается более низкая в Португалии, то качество, ассортимент, доступность онлайн, тут плюс улетает опять-таки в Германию. Да, здесь никто не будет на улицах раскладывать такие покрывала, где будут там 50 сумок Louis Vuitton, Chanel стоять, например. Вот здесь такого нет просто. И никогда не будет. Следующий пункт – культурная жизнь. Культурная жизнь и праздники, да. Тут, конечно, стоит отметить, что немцы очень любят праздники, особенно такие как Октоберфест, такие как Рождество. Это просто как святые праздники, можно сказать, тратится невероятное количество денег, невероятная помпезность этих всех. И просто это культурная история, огромный плюс. Также есть праздник осени и весны, и винный фестиваль, и... Короче, блин, столько их много, что просто даже не можешь... Почти каждые выходные, например, если летом какой-нибудь будет у вас фестиваль чего-нибудь. Но также стоит отметить, в Германии культурная жизнь — это не только фестивали. Фестивали в Португалии тоже представлены очень широко, скажем так. Но в Германии огромное количество музеев, театр, опер, балета. И они также мирового уровня, не местного, локального, в отличие, например, от Португалии. И если ребята сравнивали также Штутгарт и Порто, в Штутгарте музеи Порше, музеи Мерседес уже можно дальше не сравнивать, например. Таких музеев в Португалии гигантских нет. Может быть и есть, но, опять же, с такими масштабами, как музей того же Volkswagen в Вольфсбурге, мало кто может сравниться. Или музей современного искусства в Штутгарте, он тоже входит в топ в мире. Поэтому в этом плане культурная программа, которая касается музеев, театров, например, концертов каких-то, все-таки больше, мне кажется, развита в Германии. Что касается фестивалей, и там, и там. Поэтому, когда вы выбираете, смотрите, что вам ближе. Если вам нужны театр, музей, такая культурная жизнь, именно
достаточно известные, да, то Германия в этом плане выигрывает, я считаю. В Португалии тоже есть, это тоже развито, но уровень ниже и более региональный, скажем так. Поэтому плюсик улетает опять в Германию. Последний пункт мы хотим рассмотреть, конечно, его будет сложно рассмотреть, это чувство дома. И чувство дома, к примеру, у меня нет такого понятия, что чувство дома, да, к сожалению, нам пришлось покинуть наш дом, или, к счастью, уже не знаю, как сказать сегодня. Но я понял одну простую вещь, что мой дом — это там, где моя семья. И неважно, где этот дом будет, в какой стране и так далее. Мой дом, где я прожил, не заменит ни одна страна. Это чувство, это там, где твои родители, там, где ты вырос, там, где климат тебе подходит. Все, сейчас плакать буду. Можно побыстрее. В общем, наверное, это плюс мы не можем не отнести ни к одной, ни к другой стране. Как я уже сказал, дом — это там, где ты, твои дети, и там, где ты сегодня находишься, там твой дом. И это надо всем понимать, и это будет быстрее. Да, добавлять я ничего не буду, иначе я разрывусь просто здесь. Это, наверное, для всех экспатов, для всех, кто приезжает, очень сложный момент. Вот. Ну так, видео у нас получилось достаточно большим, обширным, наверное, одно из самых длинных у нас, но пункты все-таки были важные. И что хочется сказать, если мы подытожим все-таки все эти 20 пунктов. Безусловно, плюсы есть в каждой стране, как и минусы. Вы должны смотреть по тому, какие у вас основные цели. Во-первых, важно чисто с практической точки зрения. Все-таки вы хотите быть трудоустроенным в стране, куда вы переезжаете, либо у вас есть уже доход, и вы выбираете просто страну для жизни. Это очень важный пункт, поэтому, наверное, один из важнейших критериев для выбора страны. А в остальном, ну, наверное, что вам ближе? Если вам ближе порядок, если вам ближе стабильность, то Германия в этом плане, несомненно, больше и лучше многих стран. Если вы человек более такой свободолюбивый, где порядок для вас, возможно, не так важен, где вам важно солнце, больше дней какого-то отдыха, где вы будете чувствовать себя без таких рамок, возможно, как в Германии, тогда вам южные страны, несомненно, подойдут больше. Но опять же, этот выбор делает каждый сам. В нашем видео мы хотели лишь поделиться примерами, предоставить какие-то, возможно, цифры для сравнения. Вот, потому что, как нам показалось после видео Вадима и Олеси, у многих могло сложиться не очень правильное представление по Германии, что да, тут все так прям плохо по сравнению с Португалией. И мы хотели немного, наверное, оправдать Германию, потому что в наших видео все-таки мы делимся какими-то советами по поводу жизни в Германии для тех, кто сюда уже переехал, либо собирается переезжать. И поэтому эта тема оказалась для нас очень актуальной, и мы решили ее рассмотреть. Если у вас есть какие-то возражения, ваше мнение по этому поводу, делитесь с нами в комментариях. Мы всегда читаем ваши комментарии, нам это очень нравится. Мы читаем каждый комментарий, каждый, который вы написали. Мы его прочитаем и ответим. Либо снизу, либо в следующем видео. Всем пока. Спасибо, пока.